Песня «Хумай» группы Айела из Башкирии продолжает завоевывать музыкальные чарты. Артисты, музыканты и просто талантливые люди делают версии данной песни на своих языках. Я надеюсь на то, что вы посмотрели наши прошлые ролики с каверами песни «Хумай». Сегодня мы с вами посмотрим новые версии башкирской песни на узбекском языке, на казахском языке и на русском языке. Отмечу, что сегодня у нас целые 3 версии на узбекском языке. С вами канал Азия Фильмс. Приятного просмотра, друзья! Первая версия, которую мы сегодня увидим с вами, будет на узбекском языке. И я вам сразу должна признаться в том, что данная версия лично для меня стала фаворитом. Я считаю, что на данный момент времени это лучший кавер на песню «Хумай» из всех, что есть в интернете. Это, конечно же, лично мое частное мнение, и вы можете со мной не соглашаться. Но вы только посмотрите на то, как снято это видео, сколько локаций меняется в процессе ролика. Посмотрите на костюмы всех участников данного видео. Люди конкретно подготовились и сделали целый небольшой фильм, в котором мы с вами слышим песню на узбекском языке, в котором мы видим невероятную природу Узбекистана и наблюдаем за сюжетами. Это не просто артисты в кадре, это целый фильм, друзья. Также я должна вам честно признаться в том, что на данный момент времени именно узбеки опережают всех остальных участников в нашем конкурсе на лучший кавер песни «Хумай» на других языках. Но у остальных стран еще есть шанс, потому что отрыв совсем небольшой. Послушайте, как узбекский язык вносит свое очарование в эту песню. Колорит культуры этой страны дарит нам яркие краски. На нашем канале есть небольшой фильм про узбеков, про их культуру и народные особенности. После того, как я посмотрела этот фильм, я еще больше зауважала этот народ. Обязательно посмотрите это видео на нашем канале. Как же это круто, как же грамотно здесь все сделано. Также в ролике показывается некий узбекский обряд, когда девушку накрывают тканью и открывают лицо. Подскажите, пожалуйста, что это за обряд и как он называется? Возможно, это часть свадебной церемонии, но я могу ошибаться. Дорогие жители Узбекистана, подскажите мне, что это за обычай. Как я уже сказала в начале нашего сегодняшнего ролика, сегодня у нас целых 3 версии песни «Хумай» на узбекском языке. И на втором видео мы с вами можем наблюдать молодую пару. Здесь мы можем услышать сразу 2 голоса, мужской и женский. Сразу хочется отметить, как одеты молодой человек и девушка. Красивые национальные наряды, все снято на красивом фоне. Также можно отметить голоса 2 артистов. Лично я ставлю лайк от себя этим молодым людям. Итак, мы посмотрели с вами 2 версии песни «Хумай» на узбекском языке. И нас ожидает еще одна 3-я версия на этом прекрасном языке. Хочется сразу сказать о том, что нас снова ждет дуэт девушки и молодого человека. В этот раз мы не увидим с вами каких-то народных костюмов, какой-то природы или музыкальных инструментов. Эта пара решила просто исполнить башкирскую песню на узбекском языке. Но в любом случае я считаю, что они заслуживают нашего внимания.
Ну что, друзья, скажем спасибо всем представителям Узбекистана в нашем видео и идем дальше. Теперь мы с вами посмотрим версию песни Хумай на казахском языке. И здесь нас ожидает не один и не два исполнителя, а сразу целый хор мужчин. Сразу хочу отметить их разные и яркие звонкие голоса, которые переплетаются между собой и очень сочетаются в совместном исполнении песни. Также хотелось бы отдельно отметить внешний вид мужчин. Посмотрите, какие у них наряды. Видно, что артисты готовились к этим съемкам и хотелось запомниться зрителям, и у них это получилось. Также в глаза бросаются музыкальные народные инструменты. В целом картина получилась очень интересная. Данная версия не могла не попасть в наш сегодняшний ролик. Ну а теперь я предлагаю нам с вами отдохнуть от такого большого количества мужчин в одном кадре и переключиться на наше следующее видео. Теперь мы с вами посмотрим кавер-версию песни Хумай на русском языке в исполнении милой девушки. Корни мои хотят узнать, душа и тело просят узнать. Древний мир просил узнать, кто такая Хумай. Да стоит сразу сказать о том, что здесь нету каких-то сентября с народным колоритом. Но, во-первых, мне нравится голос девушки, во-вторых, мне нравится, как на русский язык переводится текст башкирской песни и как она звучит на этом языке. Ну и, конечно же, мне нравится то, что девушка решила проявить себя и попробовать показать миру свой талант и свои творческие способности. Поэтому однозначно лично от меня большой респект этой девушке за ее версию. Мать Хумай, солнце в небесах, и поила живой водой. Отец небес собрал, доброту воспитал. Друзья, теперь я должен вам напомнить про то, что у нас проходит конкурс на звание лучшего кавера на песню Хумай среди версий на другом языке. Под всеми нашими роликами с каверами мы учитываем каждый комментарий с названием того языка версии, на котором вам больше всего понравилось. Мы учитываем каждый комментарий под каждым из наших видео с каверами на трек Хумай. Как я уже сказала, на данный момент времени побеждает версия на узбекском языке. Но побеждает она всего лишь на несколько голосов. Поэтому все может измениться очень быстро. Каждый из вас может помочь своей любимой версии стать победителем в нашем соревновании. Для этого вам нужно написать название языка, на котором, по вашему мнению, лучше всего была исполнена кавер-версия башкирской песни. Ну а мы напомним вам обо всех участников нашего сегодняшнего видео. Otasının samrao yaxshilikka undirgan Anasi kuni jaralgan kiyeli bu odam Samurug' tegi taralgan ummayim ullanam. Друзья, я жду ваше мнение в комментариях. Делитесь видео с друзьями, пусть они также пишут свое мнение, кто был лучшим. Ну и сами пишите название того языка, кавер на котором вам понравился больше. Скоро мы объявим победителя нашего соревнования. Обязательно посмотрите наши прошлые видео с каверами на других языках. Чтобы никогда не пропускать наши свежие видео, не забудьте подписаться на наш канал Азия Фильмс. Спасибо, что вы с нами, и до скорых встреч в новом видео.